На зеленых, удаленных окраинах Самары жизнь 52-летнего Ивана Смирнова принимает необычный поворот, когда он неожиданно натыкается на странную уродливую птичку в сердце российской тайги. 2 недели спустя это, казалось бы, незначительное открытие не только изменит его жизнь, но и возродит надежду для целого вида, считавшегося исчезнувшим в дикой природе. Маленький домик на окраине Самары был окружен океаном вспышек света. Полицейские машины и даже новости, их прожекторы прорезали тьму ночи. Иван Смирнов, закаленный временем фермер, его глаза широко раскрыты от смеси страха и удивления. «Господин Смирнов!» — закричал репортер, подставляя микрофон к его лицу. «Правда ли это? Вы нашли?» Прежде чем он успел закончить фразу, звук, не похожий ни на что, что когда-либо слышала собравшаяся толпа, пронзил воздух. Его мелодия была настолько чиста и жутко красивой, что казалось, будто она принадлежит совершенно другому миру. Шум толпы мгновенно стих, все взгляды устремились к маленькому сараю за домом Ивана. Иван сделал глубокий вдох, его сознание формировалось, пытаясь осмыслить, как его жизнь так резко изменилась всего за 2 короткие недели. Как он мог из страглинг-фермер перейти к этому? Всего 2 недели назад невыносимая жара российского лета беспощадно палила его изможденное лицо, пока он плелся по узкой тропинке, прорезающей густую тайгу. В свои 52 года широкие плечи Ивана теперь чуть наклонялись под тяжестью лет, проведенных на жестокой земле. Его потертые потрескавшиеся руки, покрытые грязью, свесились безжизненно по бокам, когда он направлялся домой после еще одного изнурительного дня, собирая редкие лекарственные травы, чтобы дополнить свой скромный доход. Потерявшись в мрачных мыслях, Иван чуть не пропустил тихий звук, который пронзил привычный лесной шум. Он остановился, наклонив голову набок, прислушиваясь, и вот оно снова, слабое, жалобное чириканье откуда-то из-под кустов. Заинтригованный Иван начал осматриваться в густой листве. Его взгляд, наконец, остановился на маленькой дрожащей массе плоти, прижатой под большим восковым листом. «Что за чертовщина?» — пробормотал Иван, наклонившись, чтобы лучше разглядеть. То, что он увидел, привело его в ступор, и, если быть честным, немного противно. Существа перед ним не было похоже ни на что, что он когда-либо встречал за годы исследований тайги. Примерно в размере его кулака оно было покрыто пятнистой сероватой кожей, которая казалась слишком большой для его тела, висящей складками и морщинами. Голова была непропорционально большой, с крючковидным клювом, который выглядел почти комично на столь крошечном теле. Но это глаза действительно встревожили Ивана. Большие, выпуклые, которые казались вынимающимися из черепа, что придавало существу темный, почти монструозный вид. Но когда он начал подниматься, существо издало еще один жалобный крик. Его выпуклые глаза, казалось, запечатлевались на лице Ивана. Что-то в этом взгляде напомнило ему о собственных трудностях, о чувствах одиночества и заброшенности в жестоком мире. Он вспомнил о бесчисленных разах, когда сталкивался с трудностями, о ночах, когда ложился спать голодным, о днях, когда работал до потери сил, чтобы выжить в этой безжалостной среде. С вздохом, наполненным одновременно и смирением, и состраданием, Иван осторожно поднял существо в свои изможденные руки. «Ну что ж, малыш», — произнес он на русском, — «давай отнесем тебя домой и посмотрим, что мы можем с тобой сделать. Возможно, ты и я сможем противостоять этому миру вместе». Когда Иван нес существо назад в свой скромный домик, он не мог избавиться от чувства, что совершает ошибку. Ему было нечего делить, едва хватало пищи на себя. Не то что на странное животное, которое могло не пережить ночи. Но было что-то в уязвимости создания, что вызывало у него отклик, передавая воспоминания о его детстве как сироты, которая боролась за выживание на улицах Самары до того, как старый фермер забрал его к себе и дал шанс на жизнь. Путь обратно на его маленькую ферму занял больше времени, чем обычно.
так как Иван осторожно пробирался через кустарники, прижимая хрупкое создание к своей груди. Пока он шел, он находил себя говорящим тихо с новым спутником, привычка, которую он выработал за годы одиночества. Когда Иван подошел к своему дому, его охватило странное смешение эмоций. С одной стороны, знакомое зрелище его фермы наполнило его чувством достижения. Это было его, заработанное годами тяжелого труда и упрямой решимости. С другой стороны, он не мог не почувствовать укол стыда за ее скромное состояние, особенно теперь, когда у него был гость, каким бы странным и неожиданным он не был. «Что ж, малыш», — сказал он, остановившись у ворот, — «это не очень много, но это дом. Дом. Давай зайдем и посмотрим, что тебе нужно». Иван толкнул скрипучую деревянную дверь и вошел в тускло освещенный интерьер своего дома. Главная комната служила как жилым помещением, так и кухней. В одном углу стояла небольшая дровяная печь, а на противоположной стене — изношенный, но чистый диван. Один голый лампочка свисал с потолка, отбрасывая слабый желтый свет на скромную мебель. Подходя к кухонной зоне, Иван осторожно положил существо на грубоватый деревянный стол. В лучшем свете он теперь мог видеть, что, несмотря на его чуждый вид, создание действительно напоминало птицу, или, по крайней мере, то, как могла бы выглядеть птица, если бы ее перевернули наизнанку и частично надули. Существо снова чиркнуло, его непропорционально большие глаза были устремлены на него с тревожной интенсивностью. Иван не удержался от смеха, несмотря на свои опасения. «Ну ты точно не выиграешь никаких конкурсов красоты, не так ли? Но в этом плане у меня и дела обстоят не лучше». Мысли Ивана метались, пытаясь понять, что делать следующему. Естественно, опыт у него был с курами, но это не была обычная фермерская птица. Что ей нужно есть? Как ему заботиться о ней? И, возможно, что более важно, безопасно ли держать ее в своем доме? Как будто в ответ на его невысказанные вопросы птичка издала еще один жалобный крик, каким-то образом еще более жалкий, чем прежде. Иван ощутил, как его решимость растет. Победитель конкурс красоты или нет, это маленькое создание нуждалось в его помощи, и он не собирался отказываться от него сейчас. Решив, он начал готовить импровизированный дом для своего нового подопечного. Он нашел старую деревянную коробку и выстлал ее мягкими тряпками, создавая уютное гнездо. Затем он смешал порцию мягкой пищи, сочетание размятых фруктов, замоченных семян и немного яичницы от своих кур. Это было немного, но это было все, что он мог сделать с ограниченными ресурсами. Когда ночь опустилась, а Иван готовился ко сну, он не мог избавиться от чувства, что его жизнь вдруг перевернулась. Тем утром он пошел в лес как одинокий фермер, пытаясь сводить концы с концами. Он возвращался ко сну как кто? Как опекун, защитник, друг для этой странной, уродливой маленькой птички. В любом случае, Иван знал, что больше ничего не будет прежним. Когда он засыпал, убаюкиваемый знакомыми ночными звуками тайги и тихим чириканьем своего нового спутника, Иван не мог не задаться вопросом, что принесут следующие дни. К концу первой недели Иван чувствовал, как все больше привязывается к своему уродливому подопечному. Он стал называть его «уродец». Это слово на русском языке было как ласковое прозвище, так и описанием. И вот во второй неделе началась настоящая чудесная трансформация. Однажды утром Иван проснулся и увидел, что пух цвета радуги покрыл ранее лысую кожу уродца. Сначала он подумал, что ему просто мерещится при тусклом свете рассвета, но, подойдя ближе, не мог этому противостоять. Уродец, наконец, начал расти перья. В течение следующих нескольких дней изменения ускорились с такой скоростью, что Иван был поражен. Яркие перья начали появляться по всему телу уродца, создавая радугу цветов, которая казалась мерцающей на свету. Синие, как сама река Волга, красные, как заходящее солнце, зеленые, отражающие пышные леса. Все эти оттенки украшали быстро растущее тело уродца.
На 10-й день Иван едва мог поверить, что смотрит на то же существо, которое нашел в лесу. Уродец почти утроился в размерах, а его некогда неуклюжие пропорции упростились в гладкую, элегантную форму. Большой клюв, который казался комичным на крошечной птичке, теперь выглядел мощным и королевским, идеально подходящим для раскалывания самых твердых орехов и семян, какие только могла предложить тайга. Но самые потрясающие изменения коснулись глаз уродца. Выпуклые чуждые сферы, которые изначально тревожили Ивана, стали большими умными глазами, которые, казалось, искрились почти человеческим пониманием. Когда уродец теперь смотрел на Ивана, фермер чувствовал, что на него смотрит старый мудрый друг, а не просто птица. «Попугай-ора!» — выдохнул Иван в утро 14-го дня. Осознание ударило его как гром. «Ты попугай-ора, и не просто попугай-ора. Ты должно быть один из тех редких, о которых я слышал, тех, что стоят больше, чем вся моя ферма». Как будто, чтобы подтвердить просветление Ивана, уродец расправил свои крылья в первый раз, открывая захватывающий размах почти 1,5 метра. Это движение вызвало волны цвета в его перьях, создавая такой прекрасный эффект, что на свои глаза Иван едва удерживал слезы. Реальность ситуации начала ослабевать. Иван непреднамеренно взял на себя заботу о редкой и ценной птице. Попугаи, такие как уродец, защищены международным правом, и их торговля строго регулируется для борьбы с незаконным рынком домашних животных, который угрожает их существованию в дикой природе. Мысли Ивана метались. Что он теперь должен делать? Он не мог оставить уродца. Как бы это ни причиняло ему боль, он знал, что такое великолепное создание должно быть в дикой природе, а не в заперти в скромном доме. Но он не мог просто выпустить уродца в лес. Попугай привязался к нему, смотря на него как на родителя и защитника. Без надлежащей реабилитации уродец не имел бы шансов против многочисленных опасностей тайги. Пока Иван боролся с этими мыслями, уродец издал звук, от которого челюсть фермера отпала. Это не был крик или чириканье, а чистая мелодичная нота, которая повисла в воздухе, как кристалл. Уродец наклонил голову, словно подумал на мгновение, а затем повторил звук, на этот раз собрав серию нот, сформировавших жутко красивую мелодию. Иван стоял завороженный, едва смея дышать, чтобы не нарушить волшебство. Он слышал истории о музыкальных способностях попугаев, но это было нечто совершенно иное. Сложность мелодий, чистота тонов — это было нечто, что он никогда не встречал за десятки лет жизни в тайге. Когда песня уродца достигла кульминации, Иван принял решение. Он должен был сообщить о своих находках властям. Эта птица была слишком особенной и важной, чтобы оставаться в тайне. Что бы ни случилось дальше, он знал, что у него есть ответственность гарантировать, что уродец получил наилучший шанс на долгую и здоровую жизнь в своей естественной среде обитания. С тяжелым сердцем, но чистой совестью, Иван потянулся к своему древнему дисковому телефону, готовясь запустить в действие события, которые изменят его жизнь навсегда. Но он никогда не мог представить, сколько людей появится у его дома, как только разойдутся слухи. Когда репортеры закричали свои вопросы, собравшаяся толпа затаила дыхание, ожидая, чтобы увидеть, что выйдет из сарая. Иван закрыл глаза на мгновение, делая глубокий вдох. Всего за 2 недели его жизнь была преобразована до неузнаваемости. Уродливое, жалкое существо, которое он нашел в тайге, стало чем-то чудесным, чем-то, что трудно объяснить. Когда дверь сарая медленно начала открываться, Иван собрался с силами к тому, что будет впереди. Что бы ни произошло дальше, он знал, что его жизнь никогда не будет прежней. Мир был на грани того, чтобы стать свидетелем чуда, и все началось с акта сострадания к странной маленькой птичке, найденной в сердце российской тайги. Дверь сарая распахнулась, и толпа вздохнула коллективно, завороженная. Уродец величественно сидел на деревянной балке. Его перья были ярким взрывом цвета, который, казалось, светился под ярким светом новостных камер.
Его умные глаза осматривали сцену перед ним, не выдавая ни страха перед шумом. «Это правда», — прошептал кто-то в толпе. «Это попугай Спикса. Говорят, что они вымерли в дикой природе». Иван почувствовал прилив гордости, смешанный с тягостью печали. Уродец действительно был попугаем Спикса, одним из самых редких в мире. Власти подтвердили это, когда они прибыли раньше в тот день, вызванные телефонным звонком Ивана. Орнитолог, который сопроводил их, был вне себя от восторга, заявив, что находка Ивана — одна из самых важных орнитологических открытий столетия. Суровая женщина в строгой форме вышла вперед. «Господин Смирнов», — сказала она, ее голос проносился сквозь шепот толпы, «вы оказали огромную услугу вашей стране в деле охраны природы. Этот попугай олицетворяет надежду для целого вида, который мы считали потерянным в дикой природе». Иван кивнул, не в силах говорить, сжимая горло. Ему было известно, что впереди уродца заберут в специализированный центр разведения и реабилитации, где эксперты подготовят его к возможному возвращению в дикую природу. Хотя он понимал, что это правильно, совсем не просто терять его. «У тебя впереди долгая дорога, мой друг», — тихо сказал Иван. Его голос дрожал от эмоций. «Но я знаю, ты справишься. Ты выживешь, как и я». Когда команда готовилась транспортировать уродца в его новое временное жилье, Иван почувствовал прикосновение к своему плечу. Он повернулся и оказался лицом к лицу с нарядно одетым мужчиной, чьи проницательные глаза искрились умом и сдерживаемым волнением. «Господин Смирнов», — сказал мужчина, протягивая руку, — «я доктор Андрей Петров из Института охраны попугаев. То, что вы сделали здесь, это не что иное, как чудо. Мы хотели бы предложить вам позицию полевого исследователя в нашей команде. Ваши знания о локальных лесах и очевидная связь с этими птицами могут быть бесценными для наших усилий по охране». Иван моргнул, потрясенный предложением. Он, простой фермер, будет работать рядом с учеными, чтобы спасти исчезающие виды. Это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, но, глядя с доктора Петрова на уродца, который все еще величественно сидел на его руке, Иван почувствовал искру волнения в своем сердце. Это был шанс действительно изменить ситуацию, чтобы обеспечить шанс на выживание созданием, подобным уродцу, в все более враждебном мире. Когда солнце начало заходить над Самарой, отбрасывая золотистый свет на собравшуюся толпу, Иван понял, что его жизнь закругляется. Уродливый птенец, который он нашел в лесу, преобразился в маяк надежды для целого вида животных. И в процессе этого преобразования был и сам Иван, который стал защитником одного из самых ценных сокровищ тайги. Когда уродец был бережно помещен в специализированный транспортный контейнер, он издал последний мелодичный трель. Для Ивана это звучало как обещание. Обещание, что это не прощай, но всего лишь начало новой главы в их обоих жизнях. С сердцем полным надежды и умом, наполненным возможностями, Иван повернулся к новому будущему. Тайга всегда была его домом, но теперь он также станет ее защитником. А где-то там уродец и другие, подобные ему, будут летать на воле. Их песни — свидетельство стойкости сострадания и чудесных трансформаций, которые оно может принести. Когда автозавод начал отъезжать, их драгоценный груз надежно закован. Иван шепнул тихое «Спасибо, Вселенной». Воспоминание. Спасая уродца, он в конечном итоге спас и себя, открывая цель и страсть, о которых он никогда не подозревал. Каковы ваши мысли о замечательном приключении Ивана с уродцем? Поделитесь своими размышлениями в комментариях ниже. Мы надеемся, что эта история о доброте и личном становлении вдохновила вас. Остались с нами на более захватывающие истории, подобные этой.